Канал Валерия Табакова представляет оправдательный приговор для Зинченко. Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. Мы с вами знаем, что 26 февраля 2025 года стартует рассмотрение по сути дела об убийстве Ирины Фарион, в котором обвиняется Вячеслав Зинченко. То, чем будет заниматься суд, и то, что будет в этом заседании исследовать суд, это уже будет суть самого дела. Одной из составляющих рассмотрения дела по сути является исследование доказательств. Поэтому мы с вами в этом видео, друзья, уделим пристальное внимание именно доказательствам, и в частности основному доказательству стороны обвинения – портретной экспертизе. Ну а пока лайкайте это видео, делитесь им со своими друзьями, комментируйте и по возможности донатьте на карты Приват или Монобанка, номера которых вы можете найти в первом закрепленном под этим видео комментарии. Итак, во время исследования доказательств и не только, а также и во время рассмотрения дела по сути, суд должен обеспечить невозможность ознакомления свидетелей, заявленных сторонами, с содержанием доказательств по делу. Поэтому в начале судебного рассмотрения свидетели удаляются из зала заседания. Но в нашем процессе ведется прямая трансляция, и поэтому само удаление свидетелей из зала суда фактически явилось бы бессмысленным, если бы прямая трансляция продолжалась. Свидетели могли бы наблюдать процесс и знакомиться с доказательствами онлайн. Поэтому суд принял решение о том, что в момент начала исследования доказательств судом прямая трансляция будет прекращена. То есть, друзья, 26 февраля мы фактически с вами не сможем наблюдать процесс рассмотрения судом дела по сути. Предварительно можем сказать, что основными такими доказательствами в деле является портретная и одерологическая экспертиза. Что касается портретной экспертизы, то на предыдущем судебном заседании, которое состоялось 13 февраля, адвокат Зинченко Немировский подал ходатайство о присоединении к материалам дела рецензии на портретную экспертизу, выполненную Киевским центром судебных экспертиз «Альтернатива». Напомню, что портретная экспертиза в деле об убийстве Фарион устанавливает идентичность человека в панамке и очках и Вячеслава Зинченко. Эта рецензия была присоединена к материалам дела. Так вот, по мнению адвоката Немировского, рецензия на портретную экспертизу полностью опровергает выводы эксперта. Ну, или как минимум ставит их под очень большое сомнение. Как сказал тот же Немировский, то же самое касается и одерологической экспертизы, поэтому, по всей видимости, перед началом заседания к материалам дела будет присоединена и другая рецензия уже на одерологическую экспертизу. То есть вот эти два доказательства, эти две экспертизы будут поставлены таким образом стороной защиты под обоснованное сомнение. Далее, возможно, будет рецензия и на баллистическую экспертизу, которая устанавливает факт использования пистолета типа Макарова с калибром 9 на 18 мм в качестве орудия убийства, если таковая в деле имеется. Но, друзья, в сегодняшнем нашем видео мы с вами рассмотрим то, каким образом рецензия на портретную экспертизу опровергает основное доказательство стороны обвинения о причастности Зинченко к убийству Фарион. Это рецензия на вывод эксперта по результатам судебно-портретной экспертизы от
5 августа 2024 года. Составлена 20 января 2025 года. Рецензия содержит 9 страниц машинописного текста и составлена рецензентом, специалистом в области портретных экспертиз Юрием Поповым, которому Центр судебных экспертиз «Альтернатива» поручил рецензирование. Эксперту были поставлены следующие вопросы. Соблюдена ли общая методика экспертного исследования, с учетом того, что на экспертизу предоставлены 2 изображения в цифровой форме EMG 3428 Hague и 5152 5369 193582 02289 JPEG, а также 4 видеосюжета. А для сравнения эксперт использует только одно из 2 изображений и 4 видеосюжета. При том, что вывод делается так, как будто бы эксперт анализировал оба изображения. Тут, друзья, очевидно, имеет место какая-то махинация или подтасовка в экспертном заключении. Следующий вопрос. Выделена ли экспертом совокупность совпадающих признаков и является ли эта совокупность совокупностью как общих, так и индивидуальных признаков внешности? Или же совокупностью только лишь общих признаков в соответствии с методикой? Следующий вопрос. Правильно ли эксперт применил метод аппликации в ходе экспертизы? Далее. Подтверждается ли научность метода полигонального репаража и построения графических идентификационных алгоритмов, которые применил эксперт в ходе экспертизы? Следующий вопрос. Какие существуют научные методы для определения верхненосовой точки и расстояния от нее до различных элементов внешности лица при условиях закрытия всей верхней части лица элементами одежды или аксессуарами типа тактических очков? И правильно ли эксперт определил эту точку, имеется в виду верхненосовую, и расстояние до нее? И последний вопрос. Какой процент лица должен быть доступен для визуального восприятия и какой ракурс изображения лица делает невозможным геометрические искажения элементов внешности? Что может сделать изображение лица непригодным для идентификации в соответствии с зарегистрированными методиками проведения судебных экспертиз? И являются ли сравнимыми объекты, которые исследовались экспертом в ходе проведения экспертизы? Рецензирование экспертизы проводилось Поповым Юрием Павловичем методом анализа формы и содержания вывода эксперта на соответствие нормативным и методическим требованиям, а также методом анализа выбранных методов исследования, полученных результатов, их обоснованности и соответствия выводам эксперта. Эксперт в нашем случае это Довженица Роман Олегович, заведующий сектором исследования в сфере информационных технологий Житомирского научно-исследовательского экспериментального центра МВД Украины. При проведении рецензирования использовались нормативные акты: инструкция о назначении и проведении судебных экспертиз Министерства юстиции, утвержденная 8 октября 1998 года, номер 53-5, и научно-методические рекомендации по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденная приказом Минюста тоже 8 октября 1998 года. Итак, содержание рецензии. Первое. Экспертный вывод, согласно рецензии, структурно построен в соответствии с требованиями инструкции. Вступительная
исследовательская и заключительная части. В соответствии с обстоятельствами дела и в соответствии с постановлением следователя о назначении экспертизы приведен перечень материалов и технических носителей информации, которые поступили с сопроводительным письмом. Перечень информационных источников и методик, и вопросы, которые решались экспертом. Первый вопрос. Одна и та же ли личность изображена на изображениях под названием ИМГ-3428 Хейк и 515253691935820228 JPEG? Это физическое лицо мужского пола, одетое в панамку черного цвета, трекинговые велоочки, футболку с надписью «Лос-Анджелес», спортивные штаны, кроссовки красно-черного цвета и белые носки. Сравниваемые изображения, которые содержатся в видеофайлах под названием «Суд над подозреваемым», «Российский след в убийстве», «Как подозреваемый в убийстве отреагировал на решение суда» и «Вероятный убийца ошеломил суд». Это 4 видео, на которых зафиксирован сам Зинченко. То есть на фото это человек в панамке и очках, а на видео это Зинченко. Какие из сравниваемых образцов являются экспериментальными и с соблюдением каких технических и процессуальных условий они были получены, эксперт не указывает. В экспертизе также отсутствуют результаты исследования фотографической проработки мелких деталей лица, а также проигнорирован факт маскировки важных деталей лица панамкой и очками. В дальнейшем цифровое фотоизображение лица мужского пола, файла IMG-3428 и погрудное фотоизображение Зинченко были распечатаны на бумаге. Эксперт констатирует, что внешность сравниваемых лиц характеризуется худым телосложением, высоким ростом, средними размерами головы, средней длины темными волосами волнистой формы, средней полнотой лица овальной формы, средним размером носа, большой толщиной нижней губы, наличием подбородочной ямки среднего размера, большой длиной шеи и наличием выраженного кадыка, длинными руками и длинными пальцами рук средней толщины. И в этой связи рецензент выражает недоумение, каким образом эксперт установил высокий рост, при том, что человек сидит на стуле, и рядом с ним отсутствуют предметы с известными размерами. Как эксперт установил средний размер головы, которая замаскирована панамкой, среднюю длину темных волос, которые также скрыты панамкой, и средний размер носа, который закрыт очками. Также рецензент указывает, что эксперт для сравнительного исследования фотоснимков изготовил масштабные копии, используя при этом в качестве исходных величин расстояние между верхненосовой и нижнегубной точками лица, которая равна 30 мм, а также расстояние между углами рта, которое составило 13 мм. Как следует из экспертизы, исследованные цифровые изображения были предварительно подвержены компьютерной обработке с помощью коррекции яркости и контрастности, коррекции резкости, изменения масштаба, кадрирования и незначительного поворота изображения. Рецензент говорит, что в соответствии с требованием методики проведения портретной экспертизы, если на стадии предварительного исследования эксперт признал предоставленное фото допустимым для идентификационных исследований,
то тогда с какой целью им проводилась коррекция параметров исходного изображения и его поворот? Такие манипуляции применяются к изображениям с недостаточной фотографической проработкой деталей или при ракурсных рассогласованиях. Но ракурсные различия, как правило, ликвидируются путем исполнения экспериментальных сравнительных материалов с заранее заданными ракурсными условиями при удовлетворении экспертного ходатайства о предоставлении на экспертизу дополнительных материалов. Однако эксперт дополнительных материалов не затребовал, а самостоятельно изготовил эти дополнительные материалы, чего делать не имел права. Далее, в ходе сравнительного исследования методом визуального сопоставления эксперт, как оказывается, установил совпадения, которые на фото отмечены цифрами, маркером красного цвета, среди которых положение и контур мочки уха, а также степень прилегания ушной раковины мочки уха к голове. Но, друзья, оказывается, и как это отмечает рецензент, в сравниваемом образце, то есть полученном из зала заседания Зинченко, мочка уха свисает, а не прилегает к голове, а в исследуемом изображении эта мочка вообще не наблюдается. Рецензент заявляет, что это различие в мочках сравниваемых изображений может быть обусловлено недостатками печати изображения на бумаге. Но, друзья, давайте быть честными. Перед нами в данном случае очевидная фальсификация, осуществленная экспертом путем редактирования сравниваемого изображения. Грубо говоря, эксперт сравнивал не исходные, а отфотошопленные изображения с целью ввести в заблуждение следствие и суд. В сравниваемых фотографиях человека в панамке и очках и Зинченко имеется абсолютное несовпадение при оценке мочки уха, и именно поэтому рецензент отмечает, что эксперт, оценивая этот объект, не оценил достоверности выявленных признаков. Также экспертам сопоставлялись относительные величины сравниваемых изображений, и при этом как абсолютные величины были взяты расстояние между верхненосовой и нижнегубной точками, которое равно 30 мм, и расстояние между углами рта, которое составило 13 мм. В результате такого, извините за выражение, мошеннического сопоставления экспертам установлено, что разница в двух фотографиях между этими абсолютными величинами нулевая и не выходит за допустимые границы, то есть плюс-минус 0,05 мм. Но вот, блин, таки сошлось. И даже без верхненосовой точки, закрытой очками. Если бы на фото была бы видна верхненосовая точка, то тогда можно было бы о чем-то говорить. А так, как говорится, фуфло, оно и в Африке фуфло. Вот так вот, друзья, липовая математика эксперта в таком супер-резонансном деле об убийстве Фарион. И вот такие вот липовые доказательства. И на основании таких вот притянутой за уши липы, друзья, построено все здание обвинения. Позор. И за это фуфло Зеленский раздал награды. Просто песня. Но когда на кону пожизненное, то становится не до шуток. И лучше бы прокурору самому сесть на пожизненное, чем клеить Горбатова честным гражданам. Как отмечает рецензент, на исходном изображении верхняя носовая точка находится под очками, и поэтому то, что эксперт считает, что абсолютная величина расстояния между верхненосовой и нижнегубной точками составляет 30 мм, вообще не является достоверной информацией, поскольку
определить это расстояние на исходном изображении, то есть фото человека в панамке и очках, вообще невозможно. Также рецензент отмечает, что эксперт использовал методы сопоставления аппликаций, полигонального репаража, наложения, добавления и выявил совпадение между сравниваемыми изображениями при незначительном различии отдельных признаков. При этом эксперт формулировал это так. Различия объясняются такими факторами, как разные условия видео и фотосъемки, особенности освещения внешней среды, разрыв во времени фото и видеосъемки и изменением внешности под воздействием возраста и прижизненными изменениями, а также съемкой через лобовое стекло автомобиля и характеристиками фото и видеоаппаратуры. Рецензент отмечает, что пояснение экспертам несовпадения в этом случае на основании разрыва во времени фото и видеосъемки с изменением элементов внешности под воздействием возраста и прижизненными изменениями, а также оптическими характеристиками фото и видеоаппаратуры являются неприемлемыми, поскольку между исходным фото, полученным 16 июля 2024 года, и изображениями, полученными из зала суда, прошло около 2 недель. Поэтому рецензент справедливо считает, что на протяжении 2 недель не могут возникнуть изменения элементов внешности под воздействием возраста. Поэтому разрыв во времени фотографирования вообще неприемлем для пояснения различий при сравнении признаков и поэтому не имеет научного обоснования. Также рецензент отмечает, что утверждение эксперта о том, что признаки, которые совпадают в своей совокупности с количественными и качественными характеристиками, индивидуальны, стойки, существенными и достаточны для категоричного положительного вывода, являются необоснованными по следующим причинам. Приведенные в выводе признаки относятся к общим признакам, индивидуальная значимость которых является невысокой. Отдельные количественные параметры этих признаков определены с нарушением принципа непосредственности измерения. Измерение признаков проводится по возможному их размещению, которое маскируется, например, очками. Экспертом не исследован факт частичной маскировки лица и головы и не определены требования, которые накладываются этим фактом на процесс идентификации. Экспертам выявлены несовпадения отдельных признаков, которые не были устранены в процессе исследования путем проведения дополнительных действий, например, подачи ходатайства о предоставлении дополнительных материалов. И также экспертам не установлены признаки с большим идентификационным значением, совокупность которых составляла бы основание для достаточности идентификации личности. Таким образом, как говорит рецензент, вывод эксперта о том, что фотоизображения файлов IMG 3428 и 52515369193582022289, а также 4 видеофайлов содержат одно и то же лицо, является необоснованным и необъективным, поскольку получен при несоблюдении принципов экспертной оценки. Результаты судебной портретной экспертизы, выполненной экспертом Довжаницей Романом Олеговичем, являются неполными, необоснованными, необъективными и составленными с нарушением требованиям части 2 статьи 10 и вопреки статьи 3 и статьи 12 Закона Украины о судебной экспертизе, а также предписания части 5 статьи 69 Криминального процессуального кодекса Украины, устанавливающего обязанность эксперта провести полное исследование и дать обоснованный вывод на поставленные ему вопросы, а также части 1
статьи 101 КПК Украины относительно обоснованности ответов на поставленные вопросы. Как видим, друзья, рецензент полностью разбил портретную экспертизу, являющуюся основанием для идентификации человека в панамке и очках как Зинченко. Поэтому основное доказательство стороны обвинения того, что именно Зинченко убил Фарион, разбито. Осталось только, чтобы суд признал позицию защиты по портретной экспертизе. Теперь, друзья, посмотрим, что же это за такой эксперт, который сделал такой абсолютно необоснованный вывод о том, что человек в панамке и очках и Зинченко – это одно и то же лицо. Для этого зайдем в реестр аттестованных судебных экспертов Минюста Украины по адресу reis.minjust.gov.ua и найдем там автора портретной экспертизы по идентификации Зинченко и человека в панамке и очках, эксперта Довжаницу Романа Олеговича. У Довжаницы 5 свидетельств эксперта, 2 из которых действительны. 3 свидетельства 11905, 11989 и 11946 по баллистической, почерковедческой и технической экспертизе документов аннулированы решением квалификационной комиссии МВД Украины от 2 декабря 2022, 8 декабря 2022 и 15 декабря 2022 года, соответственно, с бессрочным лишением квалификации судебного эксперта. Действующие свидетельства 12034 и 17069 по идентификации по признакам внешности, по материальным изображениям и исследованию фотоизображений тоже не безупречны. По второму из них решением квалификационной комиссии от 24 января 2025 года Довжаница привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. О чем это говорит, друзья? Только лишь об одном. О том, что эксперт, выполнивший портретную экспертизу Зинченко, имеет подмоченную репутацию и трижды лишен квалификации эксперта, а также привлечен к дисциплинарной ответственности. Кого, друзья, лишают квалификации и привлекают к дисциплинарной ответственности? Экспертов, которые неоднократно нарушают принципы экспертной оценки и нормы Закона Украины о судебной экспертизе и КПК Украины. И что мы, друзья, хотим? Чтобы такой недобросовестный эксперт добросовестно выполнил портретную экспертизу Зинченко? Отнюдь, скорее всего, и об этом свидетельствует рецензия. Эксперт без зазрения совести в очередной раз фальсифицирует результаты экспертизы, в очередной раз нарушая принципы экспертной оценки и нормы Закона Украины о судебной экспертизе и КПК Украины. Чем пояснить такое поведение эксперта? Может быть, он, друзья, действует так, руководствуясь преступным мотивом, покрывая реального убийцу Фарион, выступая в качестве пособника убийства? Это предстоит еще выяснить. Но для этого, друзья, предстоит вступить в схватку с административным ресурсом, который решил повесить на Зинченко убийство, которое он не совершал. Друзья, будем готовиться к судебному заседанию, которое состоится 26 февраля 2025 года. Что там будет происходить, какая битва назреет, мы с вами узнаем. Ну а пока мы убедились, что основное доказательство, то есть портретная экспертиза, имеет ряд таких недостатков, которые делают это доказательство не просто сомнительным, а вообще таким, которое не может быть признано судом достоверным, достаточным и полным.
Что еще, друзья, можно было бы порекомендовать стороне защиты и Вячеславу Зинченко в ходе подготовки к судебному заседанию 26 февраля 2025 года? Можно порекомендовать включить рецензента экспертного заключения Попова Юрия Павловича в состав участников судебного процесса в качестве специалиста, полномочия которого установлены статьей 71 КПК Украины, а также в обязательном порядке вызвать Довжаницу Романа Олеговича в качестве эксперта для допроса в суде, для чего подать суду соответствующее ходатайство. Спасибо, друзья, за внимание. Лайкайте, делитесь, комментируйте это видео, поддерживайте канал донатами. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!